Привет, друзья! Брюссель не ожидал такого удара. Это может изменить все. По данным инсайдеров, в Берлине команда Фридриха Мерца передала Брюсселю неофициальное предложение, которое за кулисами уже называют ультиматумом. Суть — пересмотр ключевых экономических соглашений с Европейским Союзом. Если Еврокомиссия не отреагирует, Германия оставляет за собой право выйти из ряда общеевропейских обязательств. В кулуарах европейской политики обсуждают проект документа, якобы подготовленного экономическим штабом Фридриха Мерца. В нем говорится о необходимости кардинального изменения системы субсидий, отмены обязательных миграционных квот и возврата национального контроля над внешней торговлей. По слухам, этот документ уже разослан ограниченному числу представителей в Брюсселе, строго конфиденциально. Реакция оказалась мгновенной. Как сообщают французские источники, Макрон в ярости. Париж увидел в действиях Мерца попытку фактического пересмотра самой идеи Евросоюза. Немецкие средства массовой информации обсуждают новый термин «суверенный путь для Германии». Политологи в ЕС отмечают, что Германия фактически начинает шантажировать Союз. Но сторонники Мерца утверждают обратно. Это попытка защитить немецкую экономику от разрушающейся зеленой повестки, навязанной сверху. Впервые на серьезном уровне прозвучала фраза «ЕС без Германии». Не как теория, а как возможная реальность. Что это, блестящий ход или игра с огнем? Брюссель в растерянности, а Мерц на шаг впереди. И вот здесь все становится по-настоящему тревожно. За громкими заявлениями политиков скрываются куда более влиятельные силы. Как утверждают источники, в экспертной среде ряд крупных промышленных концернов Германии давно утратил доверие к брюссельской бюрократии. По данным, распространяющимся в экономических кругах, такие гиганты, как Siemens, BASF, Volkswagen могут стоять за растущим саботажем зеленой повестки Европейского Союза. Утечки из внутренних корпоративных переписок, попавшие к экономическим обозревателям, указывают, некоторые компании целенаправленно документируют убытки от выполнения директив Европейского Союза и используют это для давления на политиков. В кулуарах Берлина говорят о тайных встречах между представителями крупного капитала и новыми лоббистскими структурами, не афиширующими свою деятельность. Инсайдеры сообщают, что в столице Германии уже разработаны сценарии частичного выхода страны из общеевропейских обязательств. При этом, как отмечают независимые аналитики, финансирование этих планов может идти через закрытые фонды, связанные с промышленными ассоциациями. Официальные представители компаний отказываются от комментариев, но экономическая пресса указывает на необычную активность консалтинговых структур, курирующих одновременно и корпоративные интересы, и связи с парламентом. Кто именно координирует действия? Точного ответа нет, но источники в деловых кругах называют все происходящее экономическим суверенизмом по-немецки. Впервые за десятилетия бизнес начинает диктовать политику, а не наоборот. Следующий шаг Берлина поставил всех в тупик. Пока в Брюсселе пытаются сохранить видимость контроля, Германия начала действовать по собственным правилам. По сообщениям европейских журналистов, Берлин приостановил участие в ряде общеевропейских климатических программ, мотивируя это необходимостью пересмотра приоритетов на фоне экономических рисков. Восточная Европа – это страны, которые еще вчера ориентировались на Францию и Еврокомиссию, все чаще смотрят в сторону Германии, как на новый центр притяжения. Несколько депутатов из Чехии, Венгрии и Словакии в неформальных беседах заявили, Мерц готовит то, о чем все давно молчали. Экспертные группы, приближенные к правящей коалиции в Берлине, по данным политических обозревателей, уже разработали проекты экономической платформы, не зависящие от директив Европейского Союза. Речь идет не только о бюджете, но и о новой модели распределения инвестиций, субсидий и налоговой автономии. По слухам, в одном из документов, попавших к аналитикам, упоминается термин «национальная инфраструктурная независимость». Это концепция, предполагающая минимизацию зависимости от брюссельских решений. В самой Еврокомиссии пока это не комментируют, однако, как отмечают источники в дипломатических кругах, реакция на действия Мерца запаздывает. Европейский Союз оказался не готов к тому, что крупнейшая экономика Союза начнет выстраивать параллельную архитектуру. Что будет дальше? Вопрос открытый, но все больше политологов в Европе признают, контроль Брюсселя уже не тот, что раньше. Германия показывает, возможно, иное будущее. Но
Пока внимание приковано к политическим перестановкам, в тени выстраивается нечто куда более опасное. Как сообщают обозреватели, в Берлине появились структуры цифрового наблюдения, которые формально не подчиняются парламенту и действуют в рамках особых соглашений с частными подрядчиками. По данным, которые обсуждаются в аналитических кругах, речь может идти о сотрудничестве с международными IT-компаниями и другими внешними аналитическими платформами. Утечка одного из докладов, на который ссылаются журналисты в Германии, указывает, доступ к массивам личных данных граждан получили консалтинговые структуры, связанные с транснациональными корпорациями. Цель – это прогнозирование общественного поведения и выявление риск-групп для госбезопасности. Формально это подается как защита от внешних угроз, но эксперты не исключают, что таким образом создается параллельная система сбора информации, независимо от традиционных спецслужб. Немецкие правозащитники уже поднимают тревогу. В Германии, по их словам, может появиться цифровой механизм контроля, о котором население даже не будет осведомлено. Анонимные источники утверждают, что часть операций координируется вне территории страны, а надзор со стороны депутатов вообще отсутствует. Что это? Новая эра национальной безопасности или теневой механизм влияния, выстроенный вне рамок демократии? В Берлине пока молчание, но просачивающийся фрагмент информации заставляет задаваться все больше неудобных вопросов. Если соединить все факты, картина вырисовывается вообще тревожная. Жесткий ультиматум Брюсселю, нарастающее давление со стороны промышленного капитала, непрозрачные цифровые механизмы наблюдения, скрытые от общественности. В Берлине официально это называют шагом к суверенной модернизации. В Брюсселе опасна дестабилизация всего европейского проекта. По мнению ряда политологов, Германия начала системный демонтаж зависимости от Евросоюза и делает это шаг за шагом, не поддаваясь на провокации и задержки со стороны еврочиновников. Но это уже не просто политика, это структурная трансформация, которая может повлиять на всю архитектуру объединенной Европы. Финансовые, энергетические и даже оборонные схемы переписывают буквально на глазах. Германия молчит, но действует, а ЕС пока только реагирует, но с опозданием. Если вам понравился мой рассказ, поддержите лайками, подпиской. До скорой встречи!